Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран отводит Ферата на край обрыва, хватает его там и требует отчета. Хотя Ферат пытается защитить себя и выразить свое сожаление, он говорит, что все это из-за его отца. Когда Баран спрашивает, пытаетесь ли вы сбежать, обвиняя его, Ферат отвечает: «Меня всегда угнетали, у меня всегда был отец, который поливал мои семена зла». Они оба злятся друг на друга и бьют друг друга. Пока Ферат плачет и говорит: «Я больше не тот человек», Баран садится на него сверху и сжимает его лицо. В этот момент Джихан бежит и оттаскивает Барана от Ферата, а затем кричит, чтобы кто-нибудь рассказал мне, что произошло. Пока госпожа Азади, господин Кудрет и госпожа Сабиха с любопытством ждут, они возвращаются в особняк. Свободные дамы очень волнуются, когда видят свое положение. Господин Кудрет спрашивает, что с вами происходит. Когда господин Кудрет не отвечает, он сердито кричит: «Что с тобой происходит, какая у тебя проблема?» Беран первым идет в свою комнату. Затем, когда Дилан, Ферат и Гуль расходятся по своим комнатам, господин Кудрет поворачивается к Джихану и спрашивает: «Что происходит, сынок, они тебе ничего не сказали?» Джихан говорит: «Нет, папа, я ничего не знаю». Госпожа Азади очень опечалена их неорганизованностью и остается сидеть. Ясмин пытается получить совет от Цеврии, чтобы узнать, нравится ли она Харуну по-прежнему. Но он рассказывает это так, как будто в такой ситуации оказался его друг. Цеврия говорит: «Скажи своему другу, чтобы он пошел и поговорил как можно скорее, иначе много воды могло утечь под этим мостом, так что не надейся напрасно». Когда Хасан звонит Джавахиру и не может с ним связаться, он ждет, и Джавахир немедленно возвращается. Когда Джавахир ругает Хасана, Хасан говорит, что людям понравится то, что они слышат, и объясняет, что произошло. Когда Джавахир спрашивает, все ли это, Хасан говорит: «Не волнуйтесь, я заставлю Ферата заплатить высокую цену за его предательство». Джавахир кладет трубку и говорит: «Ух ты, Хасан, давай, мы враги, почему ты так близок к собственному сыну, теперь ты превзошел меня, ты соревнуешься с дьяволом». Пока Дилан одевает Берана, она злится, задаваясь вопросом, что бы произошло, если бы мы не пришли. Баран говорит: «О чем ты говоришь? Человек, которого ты защищал, хотел убить моего брата, как я могу смириться с таким?» Дилан говорит: «Ты прав, мне было плохо, когда я впервые это услышал, но Ферат уже не тот Ферат, и подумай, как мы можем закрыть эту ситуацию». Баран говорит, что эта рана не заживет, и тот, кто попытается это сделать, будет наказан. Тогда я повернулась к Дилану и разозлилась, сказав, что ты не имеешь права скрывать от меня такое. Дилан, мне бы хотелось, чтобы ты увидел эту ситуацию, тогда бы ты понял, почему я это скрывал, как люди были напуганы, что мы им сейчас скажем. Пока Джихан одевает Ферата, он задает вопросы, но ни Гуль, ни почему Ферат не открывает рта. Госпоже Азади становится очень плохо, господин Кудрет, госпожа Ильша Сабиха помогает ей выздороветь. Господин Кудрет говорит: «Позвольте мне пойти к этим людям и поговорить с ними об их проблемах». Дилан говорит: «Давай, ты не думал о Ферате, ты не думал о себе, у нас будет ребенок». Беран говорит, что я просто думал о своем брате, что, если бы он умер. Дилан говорит, что есть Ферат, который сожалеет о содеянном. Вы пытаетесь допросить раскаявшегося человека. Когда Беран говорит, что каждый несет ответственность за то, что он сделал в прошлом, и ему не сойдет с рук раскаяние, Дилан говорит, что он несет ответственность за то, что он сделал в прошлом. Беран говорит, что хватит, или я сломаю тебя, и уходит. Когда Цеврия говорит, что Ясмин влюблена в Харуна и хочет спланировать их встречу, Джевдет говорит, что мы не должны вмешиваться из-за возможности возвращения Ясмин в Германию. Когда Хасан пытается отобрать слова у Гэжи Азади, Хасан ругает ее, спрашивая: «Скажи мне, что ты делаешь?» Баран размышляет в своем кабинете и вспоминает сострадание Джихана к Ферату.
Когда Гуль-Баран говорит, что не простит Агу, Дилан подбадривает его, говоря: «Не волнуйся, его гнев утихнет, все пройдет». Когда Гуль говорит, что если господин Кудрет и Джихан узнают, они все станут врагами, Дилан говорит, что мы сделаем все возможное, чтобы они не услышали: «Не волнуйтесь, оставайтесь с Фератом и поддержите его». Пока Гуль говорит о том, что Ферат меня не слышит, он ругается про себя, приходит Сабиха, а Гуль уходит. Когда Дилан говорит: «Пока то, что я делаю, приносит пользу», госпожа Сабиха говорит: «Не забывайте о своем ребенке, пока вы усердно работаете». Госпожа Сабиха говорит, что Баран не заботится о вас, как бы он ни злился, я верю, что он не сделает ничего плохого. Когда Харун засыпает у Цеврии, Ясмин фотографирует его, и Харун просыпается. Пока Беран думает, положив руки на голову, к нему приходит Дилан и спрашивает, что делать. Беран говорит, что нужно сделать. Пока Дилан говорит о том, почему ты не видишь, что для тебя сделал Ферат, он испытывает угрызение совести от вины, Дилан внезапно чувствует боль в животе. Когда Беран спрашивает: «С вами все в порядке, нам следует пойти к врачу», Дилан отвечает, что это была внезапная боль, и она прошла. Мисс Кадер стучит в дверь и входит, чтобы сообщить ей, что стол готов. Все сидят за столом, но никто не улыбается. Пока все молятся с призывом к молитве, Хасан наливает себе воду, и на него смотрит госпожа Азади. Все за столом очень нервничают, никто не может прикоснуться к еде, но Хасан ест очень жадно. Беран же постоянно следует за Диланом, потому что боится снова испытать боль. За столом и втора в Джевдите также приходит Арун, и они все приятно болтают и едят вместе. Когда господин Кудрет усаживает перед собой Джихана, Барана и Ферата и просит их объяснить, что произошло, никто не говорит. Когда Кудрет очень злится и что-то говорит, Баран и Ферат соглашаются с ней. Джихан говорит, что мой отец прав: «Ладно, ты допустил ошибку и поругался, но скажи мне». Когда господин Кудрет просит рассказать мне больше, Баран говорит, что мы поговорим, но не сейчас. Когда господин Кудрет кричит на Барана, Ферат говорит: «Не вините Барана, он прав, но я неплохой человек и никогда им не буду». Господин Джихан и Кудрет разговаривают с Фератом, что это значит: «В любом случае ты неплохой человек». Господин Кудрет говорит: «Смотри, мы с Хасаном не от нас, а они будут от тебя, у тебя все получится». Пока Дилан и Гуль пытаются подслушать у двери, приходит госпожа Азади и спрашивает, есть ли хорошие новости. Когда девушки не отвечают, она уходит. Затем Дилан и Гуль выходят через дверь. Пока Ясмин и Харун убирают на кухне, Харун спрашивает, долго ли я спал, и Ясмин говорит, что храпит. Когда Ясмин спрашивает Харуна: «Вы смотрели игру Хачевата и Карагёза?» Харун отвечает: «Я смотрел это только в детстве, но есть место, где играют после ифтара, если хочешь, мы можем пойти». Радость, говоря, это здорово. Харуну нравится эта радость. Когда Баран идет на прогулку, он видит дядю Ахмета и подходит к нему. Дядя Ахмед дает совет по поводу проблемы Барана и пытается объяснить, что ему следует контролировать свой гнев. Оно говорит нам, что прощение – это очень красиво и что сожаление – достаточная причина для прощения. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.